Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, и я иду на новый рынок, называется Эко-базар. Хочу посмотреть, что там. Это вроде бы такой крытый большой торговый центр, сделанный как базар классический. Декабрь месяц на улице. Посмотрим ассортимент продуктов в Узбекистане, что можно купить зимой уже. На улице не скажу, что прям очень холодно, плюс-минус. Температура комфортная достаточно. В общем, посмотрим. Первый раз сам буду на этом рынке, вам покажу. На улице практически никого нет. В воскресенье все еще спят. Я с утра пораньше. Вот такой Ташкент, кто еще не видел. Все чистенько, аккуратно. Напоминаю, те, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите лайк. Так алгоритмы YouTube продвигают видео, и его сможет увидеть большая аудитория. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски. Друзья, а если вам нравится то, что я делаю, вы можете меня поддержать, перейдя по ссылке в описании на сайт Patreon и выбрать удобную для вас форму поддержки. Буду благодарен. Приятного просмотра! Это какой-то университет, Ташкент, Молли институт. Что такое Молли? Молли нет? Не знаю. Это типа государственный какой-то, наверное. Так, это ботанический сад мы проезжаем. И тут зоопарк. Друзья, ну что, я практически уже у цели. Это окраина города, транспортное кольцо большое. И вроде бы где-то я уже на подходе к Эко-базару. Сейчас вам буду показывать. Так прохладно, если честно. У меня нос замерз. Ну что, друзья, вот наша конечная цель. Эко-базар. Здесь еще какие-то другие торговые центры есть. В общем, сейчас посмотрим. Многие прям мне советовали сходить сюда. Говорят, что круто. И вроде бы цены нормальные. Но пока сам не сходишь, не узнаешь. Здесь стройка идет вовсю. Желаю. Уже к Новому году гирлянды всякие. Круто. О, здесь как крытый рынок, да? Классно. И тут можно брать телегу. Так, но я брать тележку не буду, потому что если я ее возьму... хотя давай возьмем. Да. Все красиво очень выложено, как на картинке. Круто. Мед. Я очень хочу мед в сотах. Обожаю. Темный какой-то. А это вот. Возьмем банку одну. Так, ребят, ну все, мы взяли мед. Я буду все уровень здесь.
Хорошо. Я тебе на дачу отвезу там. Отвечает за свой мед. Водка есть, хороший вино. Так, мед взял. Ну, соты я очень люблю жевать. Так, здесь отдел, где орешки, сухофрукты, спецмец. Все здесь есть. Рис. Кстати, надо будет посмотреть здесь, может быть, на развес взять рис, яйца. В общем, тот же базар Чорсу, только все тепло, чистенько, аккуратненько, как торговый центр, только у каждого есть своя лавка. Не, круто на самом деле, очень. О, и рыба здесь есть. И рыбка. Супер. Чай. Кстати, надо рыбу еще посмотреть, потому что я так соскучился по рыбе. А тут надо жарить. Да, у нас в квартире духовка особо не работает, насколько я понял, поэтому сложно готовить будет рыбу. Тут мясо, но я мясо не ем, поэтому проходим стороной. Курица. Курица. Здесь для дома. О, даже для дома можно тарелочки, чашечки, все взять. Контейнеры, которые я искал. Так. Краски, птички поют какие-то. Попугаи. Тут можно руки помыть. Таля Алиэкспресс. Все, что хочешь. Слушайте, друзья, ну, на самом деле очень прикольное место. Такое колоритное. Несмотря на то, что осовременили этот базар. Но интересно. Поковыряться, поискать. Найти можно практически все, что хочешь. Тут же можно перекусить, если проголодался. Милли Таумлар. Милли это национальный, да? А Таумлар это блюдо. Блюдо. Это типа узбекская кухня. Да. А, этот ряд конфеты. Печенье. Ну, я тоже это не ем. Поэтому просто любуемся глазками. И что мне нравится, здесь немного людей, большое пространство, никто не толпится, на голове не сидит, поэтому очень удобно. И все по отделам разбито. Масло. О, хлопковое масло. Хлопковое масло не совсем здоровый продукт, если честно. Лапша. Очень популярна, да, для лагмана. Перепелиные.
Ну вот и вернулись обратно в этот отдел. Сыры, сметана, масло. Тоже не увлекаемся. Насыщенных жиров много. Трансжиров, поэтому всего по чуть-чуть. Я не ем масло сливочное и молоко цельное, сметану. Но кто любит и не отказывает себе в этом, пожалуйста, это дело каждого, как говорится. Наше здоровье в наших руках. Колбасы. Тоже надо быть осторожными. Трансжиров куча. Холестерин взлетит до небес. Сердечно-сосудистые заболевания да здравствует. Поэтому глазками смотрим, но не налегаем. Я хочу рис взять. Думаю, на развес, скорее всего, лучше будет, потому что... Так, ребят, беру нешлифованный рис. Помните, что именно в оболочке содержатся все витамины, микроэлементы, клетчатка. Шлифованные белые сорта – это чисто углеводистый бесполезный продукт. Так, еще хочу взять зеленую чечевицу. Тут вот есть оранжевая, греча. А зеленой гречки нет. Надо спросить. И зеленая чечевица. А зеленая гречка есть у вас? Пшено. Так, друзья, еще взял репу. Традиционный русский продукт. Очень полезный. Так что хочу попробовать. Первый раз репу взял. Не знаю, что я с ней буду делать, но... 45. Хорошо. А, нет, подожди. О, друзья, обожаю вот эти мандаринки маленькие. Спасибо. Взяли. Так, Спасибо. это получается 65. Взяли 2 килограмма, так как мы в квартире живем, как в общежитии. 35, да? На двоих получилось у нас 65 тысяч. Сумм. Плюс-минус. Бананы дороже здесь. Дороже, чем в супермаркете. Яблоки. Кстати, надо спросить, почем гранат. Гранат очень дорого. Ну, видимо, потому что подумали, что мы туристы. За 20 тысяч, хотя на Чорсу он 8 тысяч стоит. О, сок всевозможный. Но сок я тоже особо не беру, потому что сок это не лучший напиток для здоровья, если честно. О, клубника, голубика. Какой цену клубника? 150-200. 150-200. А, крупнее 200. Угу. Очень дорого. А вот это? Так, 200 тысяч. Это получается 1000. Так, 200 тысяч. 200 тысяч это 10, 15 или 17 долларов за килограмм. Очень дорого. Ну, красивая, вся как на подбор. Как искусственная. Айва, кстати, очень люблю айву. В общем, я попал в свой рай для людей, ведущих здоровый образ жизни. Фрукты, овощи обожаем. Так, я хлеб не ем, но мой сосед по квартире, он любит хлеб. Это отрубной. Давайте тогда одну лепешечку отрубную и вот такую. Это мягкий. Можно их пощупать, как он будет? О, люди берут целыми стопками. Потому что они кушают, едят. Ну да. Одну с отрубями, одну вот так. Не, я бы попробовал, конечно. Совсем маленький кусочек. Ради интереса. В общем, друзья, хочу сказать, что цены разнятся, если честно. На Чорсу можно найти гораздо выгоднее некоторые продукты. Некоторые плюс-минус одинаковые, но здесь, конечно, еще видят, что когда
туристы, цена вырастает сразу в 10 раз. Поэтому тут нужно глаз да глаз, если честно. Какую цену мне просто скажите? Сейчас вот... Сколько? Нет, цена 60 тысяч. 60 тысяч. Очень дорого. Очень дорого. Этого года, а почему такой жесткий? Жесткий? Да. Мягкий? Я знаю, что когда вот... Как будто этого- прошлогодний. Да, как будто бы прошлогодний. Это вот это сояки. Ага. Самый хороший. А нет, Прошлогодний он брат. мягкий, 65 он тысяч. мягкий. Но за 35 мы на Чурсу можем за 35 взять, я думаю. Я потому что видел, там, да, сидят с мешками. Вот Там это, он да. стоит копейки. Это самаркандский чуть-чуть жесткий. Вот это паргенский мягкий. Вот. А, фисташки, кстати, это... А зеленая есть фисташка без... не жареной? Да. Без соли. Не, Жареный без соли. Ну-ка. вот фисташку я бы взял, на самом Давай деле. так на фисташку возьму, опять не думаю. Писташки взял. Зеленая, да, мне нужна. Зеленый. А, ну Наш. Сурхандарья Бабата. это прям как дикая, да? Да. Почем? Шикарно. 140, 135. Вот это 150. Иранский. Вот. Зеленый. Угу. Чуть-чуть жареный. Мало. Дорого, 140 тысяч. Короче, друзья, берем фисташку, килограмм местную, вот Вот эту, это есть, брат. Мягкий. и миндаль, Крупный. и изюм. Он немножко... Но этот хороший, да. Да, мягкий, да. Sizga yaxshi tavor beraman, брат. Kilit bo'ling. Вот. И в какую цену он? Это 605 параграф 60 адам. Вот это это? 10 тысяч разница, lekin вот это очень мягкий и крупный. Да. Ну, это Ну, нормально, смотри, я его брал. попробуй. Да, попробуй вот это. Попробуй. Так это 60 без скидки. А? Это без скидки 60. Окончательно 70 пройдем. Делай вас 60. Мгм. Вот, второй будет чисто натуральный. Это чуть-чуть. А это не натурально. Хорошо, ну ладно, делай килограмм вот этого. Килограмм, Кило- килограмм, Да, килограмм. килограмм, килограмм и килограмм. Я у тебя оптом беру, а ты никаких подарков не делаешь. А, она без сахара, это курага? Одну попробуй. Без сырья, без сахара. Вот Без это сахара, есть. да. Да, я верю. сырья. А в какую цену? Вот это желтый 130, это 135 пройдет. Дели вас вот это. Подожди, 135. Это 1 килограмм. Это килограмм. Это Этого года Сколько? новый урожай. Это килограмм. это килограмм здесь. Да, 135. Одну хочешь? Ну, я не Очень богато калием. Курага полезно, конечно. Но мы уже набрали столько всего, что надо сэкономить чуть-чуть, остановиться. Так, друзья, ну что, покупки завершили. Сейчас еще пробежимся, что здесь есть. Так, ну, плов. Плов я тоже не ем, наверное. Наверное, так его и не попробую. Если я найду какой-нибудь вегетарианский, тогда попробую с удовольствием. Все, сейчас будем ехать домой. И покажу вам в конце обзор покупок. Целая телега, но это не только для меня. Как я уже говорил, что мы квартиру снимаем с ребятами. Так что продукты берем на несколько человек. Вот такой рынок. Эко-базар. По городу их несколько. В принципе, неплохо. Надо сравнивать базары, смотреть цены и выбирать для себя лучший вариант. Так, друзья, ну что, затарились на эко-базаре. Вот. На неделю хватит продуктов, потому что работаю допоздна и некогда будет сходить ни на рынок, никуда. Я приезжаю домой, бывает в 7 часов вечера, 8-9, в зависимости от нагрузки. Уже везде елки по городу стоят. Назад едем на такси, потому что тащить это, конечно, не очень. Хотя сюда на автобусе приехали. Вот нас уже ждут в «Шевроле». В Узбекистане в основном машины «Шевроле» белые. Так, друзья, ну что, вот я и дома. Сейчас сделаю обзор покупок на эко-базаре. Цены, честно, не помню все, потому что я был не один. Я же говорю, вот в квартире мы живем с ребятами.
брали на несколько человек, поэтому не запомнил на все. Ну, постараюсь вам максимально рассказать. В общем, значит, лепешки это не мои. Вы знаете, что я хлеб не ем. Лимончики вот такие. Здесь очень популярен лимон. Надо над дикцией работать. Мед вкуснейший будет, надеюсь. По крайней мере, он очень красивый внешне. Рис не шлифованный. Напоминаю, необходимо брать самый полезный. 2 упаковки. Он по 30 тысяч сум. Перевод можете сделать в валюту вашей страны в интернете по актуальному курсу. Чечевица зеленая тоже в районе 30. Это что? Это репа. Репа, по-моему, 10 тысяч, если не ошибаюсь, килограмм. Помидоры взяли 2 килограмма по 21 тысячи. Ну, сейчас не сезон, поэтому не дешево. Значит, миндаль 110, фисташка 110, изюм 60 тысяч. Еще здесь мандаринки вот эти маленькие, очень вкусные, 32 тысячи килограмм. Вот еще цветная капуста. Очень ее люблю. Полезная. Я отвариваю и с кашами ем. Добавляю овощи туда, специи. Ну, это Дима взял себе плов готовый домой. В принципе, все. Вот наши все покупки. Ни много, ни мало, но, в принципе, это расходник такой медленный. То есть на недели-две, наверное, хватит. Орешки, крупы. А фрукты, овощи на неделю, в принципе, больше не протянут.